Здравствуй, редкий зритель моего канала. Сегодня у меня в гостях очень нетривиальная машина, а именно продукт самого Лотуса Isuzu Gemini Irmscher. Это квинтэссенция спорта 91-го года, когда ралли, каким мы его знаем сегодня, только-только зарождалось. Когда не было ни импрезы, ни STI, ни Evolution, ничего. Когда Isuzu сказала: а давайте жахнем что-нибудь такое эдакое. Находимся мы сейчас за рулем автомобиля Isuzu Gemini комплектации Irmscher R. Машина очень-очень редкая. С этой машиной я уже с 2012 года. Собиралась она с нуля. То есть это был обычный овощной 1,5-литровый переднеприводный маленький автомобиль. Ну и постепенно со всей России, Японии скупались запчасти для свапа, для перехода уже на полный привод, на турбомотор. Подготовка шла, наверное, где-то года 2. Потом еще год собирал. Машина прикольная, весит тонну 120 килограмм. Ходовка Макферсон спереди, сзади. Машина собиралась на европейских датчиках. Название в комплектации Irmscher свидетельствует о том, что доработкой этой машины занималась европейское тюнинг-ателье. Они вообще специализируются сейчас на доработке машин Opel. Но тогда получилось так, что японцы и европейцы где-то пересеклись. Полный привод здесь, кстати, довольно-таки серьезный. Сзади стоит блокировка, то есть 3 колеса постоянно в зацепе. Причем блокировка довольно жесткая. Так я и не смог выяснить, что это. Ну, как бы не стал уже разбирать редуктор. Так, что еще рассказать? Мотор 1.6 интересен тем, что, опять же, это была совместная разработка и не с кем-нибудь, а именно с компанией Lotus. Этот же мотор ставился на автомобиле Lotus Elan с 89 по 91 год. Единственное отличие, здесь он еще и интеркулерный, и японцы с него выжили 180 лошадей, а у Lotus он без интеркулера, и там он развивал мощность 160 лошадей. Датчик холостого хода Niva. Проводка же европейская. Также, кстати, Deo Matiz. Кислородник вот этот тоже Жига. Бошевский. Ни один японский кислородник не работает на вот этом вот, блин. Так, ну я понарассказывал все, что смог. Там вырезку сделаешь. Что-то понарассказывал, да? Да. Вот. Ну, вроде даже чистая почти осталось. Итак, я оказался в Лотусе. Сбылась мечта идиота. Жесткое тросовое сцепление, поломанный ручник. Сейчас заглохну. Не заглох. Ой, блин. Как непривычно. Слушай, я Леон вспоминаю. Там тросовое сцепление было. И, кстати, кулисы тоже на тросике все. Ну, тросиковая кулиса мне в принципе не пречит. Так, тут ни подушек, ни АБС, никакой электроники, ничего нету. То есть я сейчас 1 на 1 с машиной, с гололедом, присыпанным снежком. Слушай, у нее сколько? Тонна 200 вес, да? Тонна 120. 120. Не сильно ощущается, легче по утрам. Слушайте, забытое ощущение Леона, реально. Я вообще до сих пор не понимаю, каким боком они встретились. Lotus, тюнинг-ателье Irmscher и маленькая компания Isuzu. Сколько это TD04, ой, господи, VF4-то дует? 0,6 стоковое давление. Подымал, ничего? Нет, не подымал. Это я только что байпас слышал? Турбинка маленькая, да, в принципе, моторчик-то небольшой, но нам не надо больше. Ну, она маленькая, легонькая, но надуется. Ну да. Хорошо, так, оп. Да, она очень рано раздувается. Так, моторчик 1.6, насколько помню. 1.6, да, 16 клапанов, 2 распредвала.
говорите, не может на монотурбе быть контроля тяги на выходе. Вот он еще какой. Единственное, да, тут как бы из необходимого колхоза, что мне пришлось сделать, это поставить суппорта. Передние 4-поршневые. Ну и Яма. единственный более-менее адекватный на тот момент, который я выбрал, это были суппорта от крузака 80-ки. Я в интернете сколько не смотрел, подобного ничего не видел. Ну, наверное, я первый от джипа сюда воткнул. Ну, по факту 4 поршня, они работают. Они работают? Работают, причем хорошо работают. И вакуумник, главное тормозной, пришлось поставить от Subaru, потому что родной, ну, вообще прям не мог продавить эти огромные суппорта. Ну, из завода тут не было никаких интересных тормозов, не было. только простые. Только простые были, но это реально это опасно было, потому что я один раз поплыл так, что чуть джипу в жопу не заехал на Мира, и это я так напугался, я на ней вот месяц не ездил. Я думал, что делать с тормозами, потому что страшно было очень. Они не просто плыли, но тут настолько маленькие родные суппорта, что там один поршенек маленький. И вот со скоростью 180, если тормозишь в пол, то на 140 ты уже плывешь. Тросовое сцепление. Тросовое сцепление. Слушай, она просто гребет, не буксует толком, нифига. Да. По прямой. Рысь. Она вгрызается очень хорошо в любое покрытие. Ну, за счет вот этой вот блокировки, потому что, ну, я как бы просто... Я ее посадил, когда специально, вышел и снимал по кругу, у меня просто на первое я оставил, вышел с машины, у меня крутилось 3 колеса одновременно. Стоит. Изумительно, просто изумительно. Опачки эти. Да. Клавиш. А-ля 32-й Sky. Ты выключаешь, она еще 2 раза делает и останавливается. Фантастика. Полка вот этого. Да. Ну это понятно, это в угоду тому, чтобы у тебя был и левый, и правый руль. Да, да, Одна да. и да. та же торпеда на один и тот. Причем эта машина называлась в Америке Isuzu Geostorm, ее называли, также Stylus, именно этот кузов был Stylus, двухдверка была Geostorm. Где еще она в Австралии, по-моему, называлась Isuzu Asuna Sunfire. Ну и было еще у нее куча названий, причем и Chevrolet это был сейчас скажу, в Чили я точно знаю, что есть человек, я на него в Инстаграме подписан. У него эта машина называется Chevrolet Geostorm, да. Вот. Ну и как бы еще нельзя не рассказать про то, что здесь стоит подогрев зеркал заднего вида. Вот про эти кнопочки у тебя хотел спросить. Да, это родной турботаймер. А это турботаймер. Это турботаймер на 1 и на 3 минуты. Вниз на 1, вверх на 3 минуты. То есть я сейчас вниз нажму, ключ выну, и он Минуту она будет тарахтеть. Да. Восхитительно. Обогрев зеркал свой. Отдельно обогрев стекла выведен. Отдельно выведено, Это да. кнопочка туманок. Правое-лево перекидывается. 91 год. Да. У меня даже на прадике 96-го нету подогрева зеркал. А здесь это все было. Ну, с Toyota не следует сравнивать, это Toyota. Слушай, я даже не могу машину эту назвать ответом Subaru с ее импрезой, потому что импрезы в ту пору еще не было. Не было импрезы. Это скорее Fuji вдохновились Gemini, сделали импрезу. Может сильнее даже, чтобы чуть плюс можно. Машине почти 30 лет. Руль, это ты ставил? Руль это я ставил. Вообще тут идет Irmscher руль, но я его не нашел. А мой, который у меня Мома кожаный, он от предыдущей версии, он тут так топорно смотрелся, короче. Мне не нравился. Ну и плюс тут очень, ну как бы мелким удобнее почему-то, я не знаю. Я думал, непривычно будет, а вот порулил пару раз с короткой рейкой, мелкий руль вообще просто идеально. Рейка, кстати, тут как на ГЦХе, 2,2 оборота. У них рейки разные были. Там же из-за раздатки, опять же, рейку пришлось им переделать, потому что трубки идут по-другому. А, и вон там маслокулек висит. Да. Штатный маслокулек воздушный.
Да, и они, кстати, оба Tokyo Radiator называются. Прежде всего, зритель, прости меня за ужаснейшего качества картинку. Из-за двух бракованных флешек практически весь материал с моих двух основных камер, одна из них квадрокоптер, был успешно похерен. Съемка с квадрата, вытянута из телефона и проехали. Что я могу сказать про Gemini Irmscher R? Я до сих пор в восторге. Эта кроха оставила просто неизгладимый след в моей душе и яркие эмоции и воспоминания о себе. Маленькая, юркая, шустрая. К моему глубокому удивлению, развесовка оказалась достаточно близка к библейским 50/50, и машина не показывает достаточной поворачиваемости. Как ты сам обратил внимание, ставится боком, она достаточно легко, контролируется тоже очень-очень легко и прозрачно, ну и рисковато распрямляется. Кому какая разница? Главное, что она едет, она гребет на любом покрытии, как мы с Андрюхой уже сказали. На снегу практически без букса она выстреливает. Напомню, масса у нее тонна 120 килограмм, ну плюс 2 седока, не столь критично. Масса все равно у нее крохотная. И от соотношения масса к мощности получилось что-то около 6 килограмм. И при, повторюсь, крохотном весе машины, при ее мизерной инерции, динамика ее впечатляет. Не смотри вот эту съемку с квадрокоптера, он, естественно, скрывает динамику. Валит она как надо. Надо ли ее тюнячить? Сложно сказать, но лично по мне она хороша именно такой, какая она вышла с завода, из-под пера инженеров. Напомню, это была граница 80-х и 90-х годов, когда инженеры творили, когда у них были развязаны руки, и любые фантазии воплощались в железе, а это железо потом ехало. Да, уверен, что на скорости в ней будет значительно более страшно, чем в более тяжелых современных машинах. Но в этом и суть. Эмоции, эмоции. Не мне тебе это объяснять. А эта машинка дарит колоссальный объем эмоций. Вот и подошла к концу очередная серия адских модификаторов. С тобой был Иван Кудинов. Не забудь поставить лайк, подписаться, посмотреть другие мои видео. Друзья говорят, там есть много чего интересного. Не знаю, не проверял, поверим им на слово.